Привет, друзья! Сегодня мы будем дегустировать самую дешевую еду из супермаркета Лента. Продается она под торговой маркой 365 дней. А мы с вами уже знаем, что самая дешевая еда может быть качественной и вкусной, а может быть совершенно несъедобной. Ветчина бутербродная. Масса 400 грамм. Написано, что это ветчина второго сорта. Основным компонентом в составе является мясо птицы механической обвалки. Состав очень-очень длинный и он, конечно же, не очень хороший. Ветчина бутербродная, стоимость 76 рублей 29 копеек. Адрес производства Республика Мордовия, поселок Тарбеево. На внешний вид не так уж все и плохо. Я думал, что внешний вид будет гораздо хуже. На самом деле похоже на ветчину. И пахнет эта ветчина тоже довольно-таки неплохо. Попробовал, я думал, что по вкусу будет гораздо хуже. Не такой уж и отвратительный вкус, как я думал. Бывает дешевая ветчина, которая вообще несъедобная, а это, по крайней мере, съедобная. Конечно же, чувствуется, что мяса здесь не супер огромное количество, но, тем не менее, чувствуется, что оно здесь есть. Конечно же, если средства позволяют, то лучше купить более качественную ветчину. Но если бюджет очень сильно ограничен, то вот эта колбаса вполне съедобная. Котлеты куриные, масса 150 грамм. Основным компонентом в составе является действительно мясо птицы. И хорошо то, что это мясо не механической обвалки. Также есть растительный соевый белок. В целом состав не супер натуральный, есть еще различные добавки. Котлеты куриные, стоимость 40 рублей. Изготовлено в Новгородской области, город Боровичи. На внешний вид котлеты смотрятся не очень аппетитно. Какая-то серая масса. Такое ощущение, что вот этого вот соевого белка здесь очень много. Когда я жарил эти котлеты, то от них шел неприятный запах. И аппетит сразу даже пропал еще во время жарки. Внутри какой-то фарш, который смотрится совершенно неаппетитно. Попробовал небольшое количество этой котлеты, сразу же выплюнул, потому что вкус отвратительный. Есть эту котлету вообще невозможно. Здесь мясо совершенно не чувствуется, вкус просто неприятный. Не знаю вообще, как можно есть эти котлеты, для кого их делают, но по моему мнению это вообще какая-то полнейшая дичь, несъедобная. Как говорится, ни вкуса, ни цвета, ни запаха, ничего нету здесь. Одна такая котлета стоит 20 рублей, и мне кажется, она на 20 рублей даже не тянет, потому что ну вот только выбросить и все. Сыр российский, масса 200 грамм. Сделан этот сыр по ГОСТу, а упакован по техническим условиям. Состав не полностью натуральный, есть консервант, а также пищевой краситель. Сыр российский, стоимость 135 рублей 59 копеек. Адрес производства Удмуртская республика, поселок Ува. Ну и видимо за счет красителя у этого сыра яркий желтый оттенок. Сыр этот не особо твердый, у него средняя мягкость. По вкусу этот сыр очень даже и ничего оказался. Бывает иногда пробуешь какой-нибудь дешевый сыр, он прям скрипит на зубах, есть его вообще невозможно. Но этот сыр вполне приятный на вкус и жуется он нормально. Но только что, конечно, вкус не супер идеальный, бывают сыры повкуснее. И также еще мне показалось, что соли тут очень много, такой сильно соленый вкус. Но я думаю, что за свою цену качество вполне приемлемое. Увидел в ленте недорогой плов с курицей. Масса его 280 грамм. Состав полностью натуральный. Стоимость плова 100 рублей. Изготовлено в Калининградской области, город Гвардейск. Срок годности этого плова 2 года, а все потому, что он очень герметично упакован. Плов этот, по сути дела, та же еда, которая подается в армейских сухпайках. Конечно же, на настоящий плов это совершенно не похоже. Здесь все спрессовалось, все слежалось, но, по крайней мере, мясо здесь виднеется. Минус этой баночки в том, что она пластиковая. Поэтому, если где-то, например, в лесу, в дороге, разогреть над открытым огнем не получится. Попробовал этот плов. Ну, конечно же, на настоящий плов вкус этот совершенно не похож. По сути дела, это просто рис с курицей и морковкой. Еще здесь очень много перца, довольно-таки острый вкус. Чисто вот такая еда, вот когда идешь в лес, жрать охота, ничего нету, все что угодно бы съел. И тут вот попадается на глаза такая еда, и ты ее съедаешь, в общем, с большим аппетитом. Когда ты дома можешь приготовить нормальный плов, то есть вот этот абсолютно не будет никакого желания. Потому что по вкусу это не супер вкусный плов. Поэтому он стоит всего лишь 99 рублей, цена невысокая. Скажем так, вот в обычных домашних условиях я бы такой плов есть и не стал, потому что вкусовые качества далеко не на высоте. Пряники классические, масса 300 грамм. Состав у пряников не полностью натуральный, есть консервант сорбат калия. Стоимость пряников почти 36 рублей. Изготовлено в Тульской области, поселок Барсуки. Внешне эти пряники выглядят хорошо, ничего не подгорело, они глазированные. И вот даже так я нажимаю, чувствуется, что очень мягкие. В разрезе самые обычные пряники.
Попробовал, пряники эти мне понравились. Действительно пряный вкус, потому что в составе есть корица. Ну и они очень-очень мягкие. Так что я думаю, для своей цены качество очень хорошее. Масса домашняя, 23% жирности с изюмом. Масса этой массы 180 грамм. Здесь написано, что это изделие кондитерское, сахаристое, десерт с творогом и растительным жиром. Основным компонентом в составе является творог обезжиренный, а изготовлен он из восстановленного сухого обезжиренного молока. Стоимость творожной массы 45 рублей 99 копеек. Адрес производства Брянская область, поселок 1 мая. Творожная масса это довольно-таки густая, и изюма здесь, мне кажется, приличное количество. Изюм крупный. Творожная масса здесь точно такая же, как в самом дешевом творожном сырке, который продают в шоколадной глазури. Вкус, конечно же, не идеальный и чувствуется, что это супер дешевый продукт. Теперь попробуем творожную массу подороже. Производитель Ростагроэкспорт. Массовая доля жира здесь тоже 23%, и тоже с сахаром и изюмом идет эта масса. В составе здесь творог, сахар, сливочное масло, изюм и ароматизатор ванилин. Состав здесь, конечно же, уже гораздо лучше, чем в более дешевой массе. Более дорогая творожная масса стоит 84 рубля 69 копеек. Изготовлена в Московской области, деревня Петушки. И теперь сравним, это самая дешевая творожная масса, а эта творожная масса стоит практически в 2 раза дороже. Даже визуально заметно, что изюма здесь побольше. По вкусу вот эта вот творожная масса, она похожа на ту массу, которая уже продается в более дорогих глазированных сырках. Здесь действительно чувствуется, что она сделана из натурального творога. Ну и изюма здесь побольше. Но я считаю, что когда много изюма, то это даже недостаток. Потому что изюм, по сути дела, стоит дешевле, чем вот эта сама творожная масса. Поэтому получается, что здесь, в общем, сэкономили и добавили больше того продукта, которого здесь должно быть бы меньше. Сам по себе изюм хороший и здесь, и здесь. Но, конечно же, вот эта вот творожная масса, она будет гораздо вкуснее. И как-то вот вкус ванильный, он ощущается здесь сильнее. Здесь ванильный вкус очень-очень слабо чувствуется. Эта масса тоже вполне съедобная, она приятная на вкус. Не сказал бы, что ее, в общем, как-то есть неприятно. Но вот все-таки натуральный продукт, он вкуснее гораздо. Тунец рубленый в собственном соку. Масса 185 грамм. Но здесь есть небольшая хитрость. Написано, что масса продукта без жидкости не менее 130 грамм. Получается вполне вероятно, что 55 грамм это будет просто жидкость. Тунец стоит 74 рубля 99 копеек. Изготовлен тунец в Таиланде. При открытии баночки мы сразу же видим, что на самом деле жидкости здесь приличное количество. А то, что это тунец или что-то другое, не поймешь, потому что все измельченное. По вкусу этот тунец мне совершенно не понравился. Он отдает каким-то металлическим привкусом. Возможно, что вот от этой металлической банки напиталось. И также он совершенно не жуется, похож на какую-то бумагу. Не знаю, таким должен быть тунец или нет. Но мне вот эта вот измельченная масса, которая здесь находится, совершенно не понравилась. Я считаю, что пускай даже может и недорого, но тем не менее этих денег вот эта вот еда не стоит. Больше такого тунца я бы не купил. Кукуруза, консервированная в зернах. Масса 184 грамма, но масса основного продукта 110 грамм. Получается 74 грамма это вода. В составе кукуруза, вода, сахар, соль и аскорбиновая кислота. Стоимость кукурузы 29 рублей 99 копеек. Изготовлена эта кукуруза в Китае. Как мы видим, в кукурузе действительно очень много воды. Сейчас я вычерпаю всю кукурузу, и мы с вами посмотрим, сколько же здесь воды на самом деле. Ну и на самом деле в баночке оказалось практически 30% воды. Воды очень много. Сама кукуруза смотрится аппетитно, она ярко-желтая. Но только что вот по размеру есть очень крупные зерна, а есть такого нормального средненького размера. Уже не первый раз пробую китайскую кукурузу, и она по качеству очень сильно уступает нашей краснодарской кукурузе. Сорт кукурузы Бондюэль, он, конечно же, гораздо вкуснее. Не знаю, что это за сорт, но он не очень вкусный. Здесь и сахара маловато, и сама по себе структура этой кукурузы, она немножечко жестковата. Возможно, она переросшая уже. Конечно же, более дорогая кукуруза будет вкуснее, чем вот эта вот дешевая. Мне она не очень понравилась, я бы оценил ее на 3 балла из 5. Повидло яблочное. 300 грамм весит. Состав не полностью натуральный, есть консерванты. Стоимость повидла 60 рублей 49 копеек. Адрес производства город Санкт-Петербург. Повидло довольно-таки густое. Во вкусе отчетливо чувствуется наличие яблок, а также еще чувствуется небольшая кислинка от лимонной кислоты. Повидло это мне понравилось, очень вкусное. Единственный минус то, что состав не полностью натуральный, есть консерванты. А за счет наличия консервантов срок годности этого повидла целых 2 года. Попробуем сдобу с маком.
Масса ее 90 грамм. Написано, что это сдоба с маком, но в составе есть яблочное повидло. Сдоба это сделано с применением маргарина, а не масла, поэтому я бы не сказал, что это сдоба. Сдоба стоит 19 рублей 39 копеек. Изготовлена в городе Москва. Попробовал. Здесь это что-то похоже даже не то, что мак с повидлом, а больше похоже на какой-то мак с шоколадом. И начинка эта, надо сказать, не очень вкусная. Да и вообще сама вот эта булочка, она тоже мне не очень понравилась. Есть какой-то не очень приятный привкус. Хотя она еще и не просроченная, свежая, еще несколько дней у нее срок хранения. Но тем не менее вкус такой, что эта булочка уже просроченная. Да и по цене я бы не сказал, что она супер дешевая, она стоит 20 рублей. Но она дороже стоить и не должна, потому что начинки здесь очень-очень мало, по сути дела одно тесто. Ну и так как эта булочка мне не понравилась, больше я такую бы не купил. Вода питьевая негазированная. Объем 0,6 литра. Написано, что вода добывается из артезианской скважины, которая находится в Ленинградской области. Вода питьевая 365 дней, стоимость 12 рублей 99 копеек. На вкус вода неплохая, никакого постороннего привкуса я не почувствовал, так что в общем пить ее приятно. Друзья, подписывайтесь на мой второй канал «Сочные идеи», ссылка в описании. А также пишите в комментариях, какую еду мне еще продегустировать. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!